Сегодня готовим очередную вкусняшку. Готовится все легко и просто, а самое главное, что такое блюдо удивит любого, который будет за вашим столом. Всем привет! И для начала нам понадобится одна половинка куриного филе и одна небольшая луковица. Филе и луковицу перекручиваем на мясорубку, превращаем вот это все в фарш. Затем фарш нужно посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Берем вилку или ложку, аккуратно все перемешиваем, отставляем фарш в сторонку, пускай он впитает в себя соль, перец и сок из лука. Далее нам понадобятся шампиньоны. Их нужно постараться нарезать на маленькие-маленькие кубики. После нарезанных шампиньонов берем еще одну небольшую луковицу и тоже нарезаем ее на маленькие кубики. Ну а после того, как вы все понарезаете, шампиньоны и лук нужно будет обжарить самым любимым для вас способом. Обжаренные грибы с луком отправляем в тарелку наверх на фарш и даем им хорошо остыть. Дальше нам понадобится глубокая тарелка, терка и твердый сыр. Твердый сыр нужно полностью весь натереть на крупную терку. Ну а более подробный рецепт, сколько каких продуктов, читайте в описании под видео. И после того, как вы натерли полностью весь сыр, в тарелку нужно вбить 3 куриных яйца. Дальше в тарелку нужно будет добавить еще 3 столовые ложки сметаны. У меня сегодня покупная сметана 20% жирности. Ну и после того, как вы все подобавляли, берем ложку и аккуратно все перемешиваем, так чтобы яйца и сметана очень хорошо смешались с сыром. И после хорошего перемешивания в эту же тарелку нужно добавить еще 1 столовую ложку муки. Затем обратно нужно все еще раз хорошо перемешать. Затем нам понадобится противень, застеленный пергаментной бумагой. Размеры противня у меня 30 на 40 сантиметров. Смотрите, пергамент у меня белый, называется он силиконизированный. Поэтому смазывать я его ничем не буду. Если же у вас будет желтый пергамент, его нужно будет смазать подсолнечным маслом. После этого отправляем полностью всю смесь, которую мы вымешивали из сыра, сметаны, яиц, и аккуратно стараемся разровнять равномерным слоем. Забыл еще сказать, пергамент должен будет покрывать даже бортики противня. После того, как вы все хорошо разровняете, отправляем противень в разогретую духовку до 180 градусов ровно на 20 минут. Тем временем, пока будет выпекаться корж, мы берем ложку, берем фарш и грибы. Все хорошо, аккуратно перемешиваем, так чтобы грибы равномерно были распределены по всему фаршу. Через 20 минут достаем корж из духовки и примерно минутки 3 дадим ему остыть. Затем мы берем еще один лист пергамента, переворачиваем корж из противня на второй лист пергамента, а первый, тот, который был в противне, мы будем аккуратно снимать. Видите, что отстает все очень хорошо и получается очень красивый корж. Пока он еще теплый, берем уже намешанный фарш с грибами и равномерным слоем, примерно толщиной до 5 мм, нужно распределить полностью по всей поверхности коржа. Единственный нюанс, с дальней от вас стороны, примерно сантиметра 3, фаршем заполнять не нужно. Ну вот, как-то так у меня все получилось. Дальше, пока корж еще теплый, его нужно постараться аккуратно свернуть рулетом. Делайте все не спеша, рулет сворачивается очень легко, красиво, к пергаменту ничего не пристает, а самое главное, там, где не заполнено фаршем, нам в процессе выпечки оно все склеится аккуратно. После того, как свернули рулет, аккуратно сворачиваем все в тот же самый пергамент и запечатываем края. Берем еще один лист пергамента, чтобы он был побольше, и заворачиваем наш рулет еще раз в пергамент. Примерно надо будет сделать 2-3 оборота. Ну а после этого укладываем наш рулет обратно на противень и отправляем в духовку еще на 30 минут, лишь для того, чтобы хорошо приготовился фарш. Через 30 минут достаем все из духовки. Температура в это время должна была быть точно такая же, 180 градусов. Достаем наш необычный рулет из пергаментной бумаги и дадим ему немножко остыть. После остывания берем нож, разрезаем его на порционные кусочки, видим, что разрезается все красиво, аккуратно, ничего нигде не разлопывается, не разваливается. И получается очень необычный и в то же время очень-очень вкусный рулет. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь такой прекрасной идеей с друзьями, и я вас уверяю, они будут для вас благодарны. Ну а мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.